Всем привет, вы на канале Twin Китая, мы продолжаем проходить Coffee Talk, второй эпизод. Я думаю... Я забыла, о чем я думаю. Это дефолт, это жизнь. Ладно, Риона. Привет. Рэйчел мяукает. Хорош. Риона молчит. Риона еще молчит. Ага. Прелесть. О, Риона, привет. Привет. Извини за отсутствие, нужно было включить генератор. Мяукает. Рэйчел, все в порядке? Ага. Просто Громса стал врасплох. Но теперь все будет нормально. Хорошо. Здорово снова видеть тебя. Как у тебя сегодня настроение? Честно говоря, так себе. Сочувствую. Приготовишь мне что-нибудь приятное и сладковатое? Конечно, сделаю все, что пожелаешь. Помнишь, в прошлый раз мы говорили о каком-то интересном напитке? Кажется, в него добавляется синий чай и молоко. Припоминаю. Может, приготовишь его для меня? Только сделай в этот раз чуть послаще. День был тяжелый. Я заслуживаю сладенького. Да, тогда мне сладковатый синий латте, пожалуйста. Мне говорили, что латте это типа синий латте, это то же самое, что обычный латте, только с чаем, да? Кофе, молоко, молоко типа? Ну, в смысле синий чай, молоко, молоко? А ну, давай попробуем. А почему я тогда так протупила? Не помню, вообще не помню. Синий чай с молоком. Это считается? Я думаю, что это считается или не считается. Или я в тот раз сделала такое же говно. А ну подожди-ка секунду. Подожди Вылей. Чё я ору? Вот чё я ору, кто мне скажет? А если я сделаю вот синий чай, да? Молоко. А это не сладкий, Ты понимаешь, в чем проблема? Это не сладкий. Она говорит сладкий, а сладкий это надо мед добавить, чтобы он был сладкий, нет? Синие грезы? Оно? Или не оно? Она сказала сладкий, а там сладкий только если я меда добавляю. Я, наверное, думаю, что это оно. Или нет? Я не знаю. А чё с микрофоном? Я надеюсь, что вы не сильно заметили разницу, потому что у меня на микрофоне тут сейчас стояла 3, а должна была стоять 1. Почему? Я же не трогала. Наверное, как-то Ладно, неважно. Давай я добавлю тебе что-нибудь хорошее. Что-нибудь типа... Ну там... Хоп. Охрененно. Еще раз, пожалуйста. Хоп. Бля, как же сложно. Хоп. Вообще отлично. А вот так вот, если поделать, то это отличные звезды получаются. Смотри, изи. А если еще вот так вот сделать? Красивенькие такие эти. Я не знаю, ну типа... Я не знаю. Что это такое? Ну, красиво и все. Просто красиво и все. Вот так вот, короче, туда-сюда, 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 и все. Все хорошо, и супер. О, красиво, смотри как. Это... я не знаю, как это называется. Короче, есть такие напитки, в которых такие блестящие штуки переливаются красивые, знаешь. Вот, как это называется, я без понятия. Но они такие прям красивые. Короче, ладно, неважно. Я даю ей вот это. Подаю. Стой, я не все. Я еще забыла дать тебе как... Вот это я сейчас протупила. А давайте, знаете что? Я немножечко промотаю, потому что мне нужно было дать ей записку. Я не хочу потратить этот момент, потому что я не хочу его потратить. Я сейчас просто проматываю быстренько и все. Как я хоть делала там? Ладно, все, окей, сейчас будет. Сейчас все будет. Давай. Да, сочувствую. Да. Вот это.
Приготовить? Ну, извиняюсь. Я должна была это сделать. Латте-арт снова же, такой же. Ну, красиво получилось, поэтому я хочу добавить этот латте-арт. Хоп, и прям вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, вроде ничего так выглядит, миленько. Готово. И отдать предмет. А ну как, осмотреть можно его? Личные контактные данные, да. Ук. Продолжить. Вот, вот так, подать. Адрес почты. Это от того парня, с которым я разговаривала? Кажется, его звали Лукас. Он хочет, чтобы я с ним связалась? Я об этом подумаю. Спасибо. Не за что. Чашечка синих грез для печальной дамы в синем. Но я вроде не в синем. Я скорее про твою ауру. Мне нравится, спасибо. Да, это оно. Это не тот же напиток, что и у меня? Да, точно. Тогда я вроде бы тебя понимаю. Что? Да нет, ничего. Итак, что это? Кого? Ориона? Нет. Гала? Почему Гала появился? Сейчас Гала придет? Сейчас Гала придет, да? О, Аквия. Только что увидела маму, гуляющую со своей маленькой дочкой. Внутри сразу так хорошо стало. Позвоню-ка сегодня своей маме. Мило. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Непростой день? Вроде того. Такое ощущение, что все рушится. Не скажу, что это приятно. Мне знакомо это ощущение. Не хочешь поговорить? Рэйчел сегодня великодушная. Это Гала? Добрый вечер. О, Гала! Доктор. Давно не виделись. Привет, Рэйчел. Я по-прежнему всего лишь дежурный в приемном отделении. Не знаю, да я шучу. Добро пожаловать, Гала. Привет. Я забежал на минутку выпить чего-нибудь перед работой. Но, похоже, сперва мне надо немного передохнуть. Соглашусь. Чувствую себя как дома. Итак, ты сказала, что... Мы тут кое-что обсуждали. Правда? Начинали обсуждать. Если я лезу не в свои дела, ты только скажи. Просто сегодня у меня хорошее настроение. Понятно. Мне пересесть? Нет, все нормально. Мне интересно, как у тебя дела. Но я ж не могу просто так прервать беседу. Ясно. Тогда не обращайте на меня внимания. Мне сразу вспомнилось, как я пришла сюда в самый первый раз. Да? Честно говоря, здесь мне всегда задают много вопросов. А это хорошо или плохо? Пока не решила. В общем-то, я не против. Если уж на то пошло в повседневной жизни, я не так уж часто с кем-нибудь общаюсь. Я ведь часто в разъездах. В самом деле? Кем же ты работаешь, если не секрет? Водительницей в Грулер. Занимаюсь только междугородними перевозками. Почти. Тяжелая работа. Не такая тяжелая, как кажется. Мне нравится быть за рулем. Иногда это помогает прояснить мысли. Да, понимаю. Я подрабатывал таксистом в Манхэттене в начале 60-х. Серьезно? Да, пришлось от этого отказаться спустя несколько месяцев. Слишком опасное дело. Опасно? В каком смысле? Пассажиры вечно задирались. Бывало, мне отказывались платить. Несколько раз пытались ограбить. Какой кошмар, ужасно. Но дело было в начале 60-х. Люди тогда относились к нам не так дружелюбно, как сейчас. Но я понимаю, почему ты любишь вождение. Мне всегда нравились длинные поездки в аэропорт и обратно. Понятно. Прежде чем целиком перейти в перевозки, я тоже иногда подбирала пассажиров. Да? Что заставило тебя прекратить? 7 из 10 отказывались со мной ехать. Обычно сразу после того, как садились в машину. Так что меня отстранили от работы. Что? Почему? Я их якобы пугала.
Как же грубо. Рэйчел такая... Соглашусь, Рэйчел, довольно необоснованная причина. Признаю, что тогда я выглядела совсем по-другому. Все потому, что раньше я никогда не общалась с таким количеством людей. Я жила в уединении, вдали от больших городов, так что на время рассмотрения жалобы я постаралась придать себе менее пугающий вид. Мне разрешили заняться перевозками. Ясно. Оказалось, что работа в сфере перевозок гораздо приятнее, чем я ожидала, так что я отозвала жалобу. К тому же с гибким графиком проще выделять время на тренировки и прослушивание. Прослушивать? На что? Наш певица. Я проходила прослушивание на роль сопрано. Серьезно? Очень классно. Нет. Это совсем не классно. В смысле? Я уже много лет хожу на прослушивание, пока не получила ни одной роли. О, еще мне прокололи колесо. Да ладно. Да. Полицейский предупреждал, что это может произойти, но я пока не знаю, связано ли это с делом, которое он преследует. Я расскажу об этом офицеру Джорджу, когда его увижу. Спасибо. Так что, да, день мне сегодня не сдался. Жаль это слышать. Ничего страшного. Мне не привыкать. Извините, я отвлекусь. Мне надо проверить, не пришло ли новых сообщений. Мне кажется, что я постоянно слышу, будто мне в дверь стучат, но вроде как никто не стучит. Что происходит? Ладно. Хорошо. Так. Рад встрече, Рэйчел. Взаимно. Ты, наверное, по уши в делах. Давно тебя здесь не видел. Как дела у Хенри? У папы все хорошо. Он даже довольно занятой. Похоже, до тебя ему еще далеко. Он сюда заглядывает, по крайней мере, раз в пару месяцев. Лори, это правда? Он запрещает мне задерживаться допоздна, когда я ухожу передохнуть, и сам ходит сюда и общается с вами. Да я шучу. Я в курсе, что он здесь часто бывает. Все нормально, он уже пожилой. Ему требуется больше отдыха, чем мне. Ясно. С возрастом все больше ценишь возможность расслабиться. Не забывай напоминать ему о ежегодных профилактических осмотрах. Обязательно. Ну так, что у тебя нового? Да все по-старому, только на работе небольшие неприятности. Да? Что такое? Ну, я ведь занимаюсь приемом пациентов. Иногда имею дело с совсем маленькими детьми. У нас не детская больница, поэтому они обычно поступают в срочном порядке. Так что я пытаюсь оформить их как можно быстрее, чтобы хотя бы немного облегчить жизнь всем причастным. Ага. К сожалению, дети часто меня пугаются. Иногда это усложняет процесс их приема. Но ты же такой замечательный. Ну, обычно они совсем крошки. Есть идеи, почему они тебя пугаются? Не особо. Думаю, это может быть связано с тем, какой я большой. Я возвышаюсь над ними, даже когда опускаюсь до уровня их глаз. Наверное, им от этого тревожно. Да, понимаю. Как себе сочетание? Вот же. Это не такая уж и проблема. Мне просто интересно, могу ли я когда-нибудь исправить ситуацию. Эй, Валери. Не думал, что уже так поздно. Похоже, скоро мне придется уйти. Можно сделать заказ сейчас? Конечно, что будешь. Мне, как обычно, смесь чая, молока, имбиря. Какой чай? Какой чай? Подожди, какой чай? Обычный чай. Чай, молоко, имбирь. Обычный чай. Чай, молоко, имбирь. Калаха. Но отдавать мне ему нечего, поэтому да, подать. Особый напиток специально для тебя. Книга рецептов. Имбирный чай с молоком, способный остудить пыл и согреть душу. Ладно. Окей, мне опять слышится. Так, тут Гала. День рождения 13 сентября. Блин, Гала такой прикольненький. Быстрого приготовления, но все того же отменного качества. Спасибо. Очень вкусно, как и всегда. У меня не получается сделать его так, как делаешь ты. Но он ведь все равно эффективный. По крайней мере, со своей работой справляется. Справляется. Я просто к тому, что у тебя получается лучше в плане вкуса. А что это вообще, имбирный латте? Мне кажется, скорее имбирный чай с молоком.
Валери знает, о чем говорит. Так вот. Я пристрастился к этому напитку во время ночных смен. Стараюсь пить поменьше кофеина. Для здоровья? В общем-то, да. Так мне легче контролировать ярость. Понятно. Славно. Думаю, в своих дальнейших изысканиях в области чая положусь на тебя. Я не подведу. Надо успеть добраться, пока гроза не усилилась. В следующий раз пообщаемся. Хорошо. Ладно. Извиняюсь, что ухожу прямо посреди беседы. Держись, скоро наступит светлая полоса. Спасибо. Удачи тебе добраться. Пока. А у нее глаза, мне кажется, у нее глаза иногда появляются, типа, вот такие вот, белок и зрачок, а иногда они просто черные. А может, мне кажется, я не уверена. Может быть. Кажется, да? Нет, вот видишь, вот что это. Она их просто отводит в сторону, что ли? Тебя ведь зовут Риона? Жаль, что тебе пока не везет с прослушиваниями. Поверь, я понимаю, каково это. Да. Ага. Мне тоже много раз отказывали, пока я не попала в свою предыдущую группу. Рэйчел, настоящая звезда. Ее сингл стоит на полке за тобой. О, потрясающе. Спасибо. Ты выкладывала в интернет пример своего выступления. Может, у нас и немного разные сферы, но мне все равно было бы интересно посмотреть. Я его уже давно удалила. Чему? Столкнулась с травлей в интернете. Так что решила избавить себя от лишней головной боли. Что? Некоторые люди просто нечто. Не обращай внимания на недоброжелателей. Им просто нечем заняться. Ну да. Ты, наверное, тоже попадала в такую ситуацию. Много раз. Такова уж цена славы. Ничего не поделаешь. Ясно. Но ты не сдавайся. Скинь мне свой ролик, а я, может, поспрашиваю коллег, если сейчас прослушивание на ведущий роль. Я их... не полностью, но отчасти понимаю, потому что даже учитывая мою не столь огромную, колоссальную аудиторию, как, например, у Рэйчел, и даже я со своей маленькой аудиторией, возможно, это, конечно, из-за моего мировоззрения, но это уже другой вопрос. Тем не менее, получаю не маленькую, получаю, буду получать, возможно, не маленькую порцию хейта от многих. И некоторый буллинг в интернете тоже. Просто потому что вот так вот, блядь, уж сложилось, потому что вот такие люди, я не знаю, такие... Потому что вот так. А вот просто представить вот этих вот людей, которые очень знаменитые, у которых очень много аудитория, у которых очень большая аудитория. Там, наверное, прям не то, что травля, там, наверное, как колоссальный пиздец. Извините за слова, но вот так вот. Там, наверное, колоссальный пиздец. Скинь мне свой ролик, а я, может, поспрашиваю коллег, есть ли сейчас прослушивания на ведущие роли. Точно? Конечно, я ничего не обещаю, но могу попробовать. У меня есть одно видео, если хочешь посмотреть. Еще бы. Сейчас сяду поближе. Видео, на котором поет Риона. Ух ты, красивый скриншотик. Травля в интернете она была, есть и, скорее всего, будет. До тех пор, пока... Я даже не знаю, до каких пор. Мне кажется, она будет всегда, пока люди существуют. Может быть, если люди немножко поумнеют, когда-то в далеком будущем, когда меня уже не будет, я полагаю, может быть, тогда они какую-то создадут супер-гипер полицию, которая будет защищать людей и в интернете, и в просторах интернета, короче. Но хз, такое, сомневаюсь. Чтобы прям очень снизить уровень буллинга в интернете, это надо постараться очень сильно. Ого, я не знаток оперы, но мне тоже даже понравилось. Выложи несколько таких видео онлайн. В смысле? У тебя есть определенные... Не знаю, что она сказала. Что это за язык? Я хз. Необыкновенность, которая завораживает. О, идея. Загрузи свои ролики на Тамачил. Уверена, у тебя сразу появятся фанаты. Это вряд ли. Что? Почему? Мне кажется, я плохо подхожу для интернета. Я не вписываюсь в культуру. Я ведь уже говорила, не обращай внимания на недоброжелателей. Да я не только об этом. Еще у меня есть один пунктик. Что за пунктик?
Тебе не понравится, что я сейчас скажу. Почему? Я хочу добиться успеха как бы по старинке. То есть, мне кажется, мне больше подходит традиционный путь. Я не ищу легких путей или интернет-решений. Понимаю. Я знаю, что это попахивает снобизмом. Извиняюсь за это. Да кому какое дело? Мне все в какой-то мы все в какой-то степени снобы, только, может, тебе пока не стоит так себя ограничивать. В смысле? Я к тому, что индустрия развлечений быстро меняется. Я кручусь в ней почти 3 года, и за это время пришлось проявить большую гибкость, чтобы удержаться на плаву. Потому что всегда есть кто-то, готовый тебя заменить. Насчет оперы не скажу, но уверена, что там тоже все меняется. И иногда по старинке это не всегда лучше, особенно в сфере творчества. Застой бывает по 2 причинам. Либо пахнет выгодой, либо кто-то слишком упрям. Ведь даже меня несколько лет назад. Тогда я думала, что смогу развиваться только в одном или 2 направлениях. А об остальном придется забыть. Но недавно мне выпала возможность написать песню с музыкантом. Композитор из меня не важный, так что без помощи я бы реально не справилась. Понятно. Даже взять музыканта, с которым я работаю, он мечтал стать летчиком-истребителем. Но то одно, то другое вечно мешало ему осуществить мечту. То, что в качестве хобби он начал выкладывать свою музыку на Тамачил и раз, стал знаменитостью. Да, я его просто обожаю. Вся музыка в кофейне с его последнего альбома. С лицензией, само собой. И да, вот именно что с лицензией. Спасибо большое за это. А то меня YouTube за прошлую часть, за первую часть игры просто, я не знаю, задрачивал и нахрен отключил всю монетизацию. Но я это уже говорила, вы уже знаете, наверное. Ясно. Потрясающе. И у тебя все может получиться. Не бойся подходить к задачам по-своему. Все дороги ведут в Рим, или, как там говорится, такое мое мнение. Я в любом случае поспрашиваю, не ищет ли сейчас кто певиц на ведущей роли. Может, добавимся друг к другу в соцсетях? Где ты есть? Могу предложить только номер телефона. Окей. Вот. Спасибо. Ладно, Риона, мне пора. Я тебе напишу, если что найдется. Огромное спасибо. Пока не за что. Но рада помочь. Валерий, я пойду. До скорого? Конечно, заглядывай. Пока. Мяу. Мяу. Интересно. Впервые вижу Накамими так близко. В самом деле? Кстати, насчет твоей машины. Ты как? У меня есть запаска. Доставлю ее, когда погода улучшится. Хорошо. Я рада, что решила зайти. Господи, это музыка в игре. Я думала, это кто-то стучится опять. Сомневалась, стоит ли. Да? Откровенно говоря, мне очень стыдно за свое поведение в прошлый раз. Жалею, что так себя повела, прости. Не извиняйся, все нормально. Спасибо. Просто мне иногда одиноко. Наверное, уже понятно, что это не первый мой отказ, но мне каждый раз тяжело. Понимаю. Обычно я размышляю об этом в машине, припарковываюсь где-нибудь и сижу. Знаю, это не лучший способ справиться с эмоциями. Но уж лучше так, чем никак. Ты всегда можешь прийти сюда. Не знаю. Я знаю. Здрасте. Такое ощущение, что я только приношу с собой тучу уныния и обреченности. Бред. Наши двери всегда открыты. Ну, по вечерам. Так что забегай, не стесняйся. Вот и я говорю бред. Кажется, гроза скоро стихнет. Правда? С чего ты взяла? Я полагаюсь на опыт. Скажем так, я часто наблюдаю за небом. Особенно, когда стою в пробке. Понимаю, наверное. Как бы то ни было, мне уже пора. Спасибо еще раз, Валери. Обращайся. Доброго пути, Риона. До свидания. Надеюсь, она еще зайдет. Это кто у нас тут? Это сторис? Ладно, стрёмная идея, я понял. Лукас.
Лукас шерсть. А, это его ленту просмотреть, если сатир с татуированными ногами. Круто или отстой? Друг спросил, самому-то мне пофиг. Да-да, для друга надо. Шерсть, конечно, придется сбрить, иначе кто татушку-то увидит. Ладно, понял, стрёмная идея. Хорошо. Ок. Думаю, на сегодня все. Что это тут? Чей это пропуск? Электронная ключ-карта на шнурке. Придержу его пока. Чей-то ключ от квартиры, наверное. Чей? Дай. Ладно, пора закругляться. Стой, не закру... Ладно. Потом просмотрю. А нам тоже пора закругляться. Нам тоже пора закругляться. Суббота, 23 сентября. Ну, сейчас. Сейчас пару секунд, минут. Ух ты. Петиция за объединение Хэллоуина и Рождества. За и против. Кстати, про Хэллоуин, который буквально когда? Буквально на днях. Хотя я не знаю, когда это видео выйдет, ну ладно. Новая тактическая игра на выживание KX Front 4. Последний фронт выйдет в следующем году. KX Front, господи. Мужчина из Белтауна задержан после попытки скрываться на Сегвее. Что такое Сегвея? Это машина? Или нет? О, нет. Давайте, знаете что? А можно как-то это переложить, потому что она немножко закрывает. Это ключ от квартиры, наверное. Понимаю. Нет, подожди. Давайте полазим здесь. Супермодель. Хайд! Хайд вернется, да? Так, сторис. Что это? Ладно, так, Джорджи. Недавно был в веганском ресторане, почувствовал, что пахнет травой. Свежескошенный. Лукас. Кто такой Лукас? Такое чувство... Кто такой Лукас? Такое чувство, что мне пора написать книгу или вызвать на бой крутого боксера. Так что... У вас есть дела на это воскресенье? Ллойд... Кого ты зовешь? Кто такой Лукас, на секундочку? Лукас. Это ты. У него же другая фотка была, нет? Миртл. Подсела на тактическую игру с мехами. Очень интересная и вдохновляющая механика. Работаю над новым секретным проектом. Не терпится всем показать. Good night. Кто это такое? Это она? Это ж не она. Или она? Кажется, это она? Не похоже на нее как-то. Давайте, наверное, прочитаем вот это вот. Тут небольшой как раз. И закончим на этом, да. Да. Дьявол и вечность. Дьявол говорит мне, цена моего поцелуя — вечность. Нет улыбки теплее, чем у дьявола. Она дразнит меня тлеющими кончиками пальцев, огнем, который мне хорошо знаком. Я по-прежнему растрачиваю вечность впустую в бетонных джунглях. Это стих, нет? Впустую в бетонных джунглях, вслепую, тенью в чужих воспоминаниях, втихую, бесконечная пустая жизнь. Нет губ холоднее, чем у вампира. Это не так, если желаешь их. Нет глаз красивее, чем у дьявола. Их взгляд нежен, как ангелы, убеждающие себя в собственной святости. Я все еще цепляюсь за свою целостность. Почему мы выбираем жить? Откуда желание продолжать, отчаянное стремление кем-то стать однажды? Обещай, что не уйдешь. Я чиркаю спичкой и обжигаю губы. Я тебя погублю. Нет лжи слаще, чем у дьявола. Я не поняла. Сложно, очень сложно. Но у меня почему-то прошла ассоциация с Baldur's Gate опять. Я, наверное, сейчас во всем вижу Baldur's Gate, просто потому что я буквально гиперзафиксирована на ней сейчас, наверное. И на некоторых оттуда. На некоторых оттуда. Окей. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на Twitch, так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.